Воспаление слизистой оболочки глаза, называемое конъюнктивитом, наверняка известно каждому. Данный выпуск расскажет нам о способах лечения и профилактики этого заболевания. Здравствуйте, мои хорошие! Слизистая оболочка глаза или конъюнктива – тонкая прозрачная пленка, покрывающая переднюю часть глаза, за исключением роговицы, и заднюю поверхность век. Ее основная функция – защита нашего органа зрения от проникновения чужеродных агентов. Благодаря тому, что конъюнктива богата сосудами и нервными окончаниями, при воспалении она быстро краснеет и отекает. Если говорить о заболеваниях глаз в целом, то здесь более 30% всех болезней выпадает именно на болезни конъюнктивы. Самой распространенной причиной конъюнктивита являются вирусы. Однако, наряду с ними воспаление конъюнктивы могут провоцировать бактерии, грибки, аллергены, всевозможные физические и химические раздражители. А также развитие конъюнктивита может быть связано с воспалительными процессами, протекающими непосредственно в организме. Это воспаление придаточных пазух носа, заболевания пищеварительной системы, различные инфекционные заболевания, корь, ветряная оспа, ОРВИ, глистные инвазии и так далее. Возбудители воспаления, как правило, проникают в слизистую двумя путями – воздушно-капельным, который характерен для вирусов и аллергических агентов, и контактным, наблюдающимся, например, при бактериальной инфекции. Как мы можем видеть, причины возникновения конъюнктивита довольно разнообразны. Однако проявления этого заболевания зачастую очень похожи. Из общих симптомов, характерных для всех видов конъюнктивита, следует выделить отек и покраснение конъюнктивы, отек век и переходных складок, зуд и слезотечение, наличие слизистого или гнойного отделяемого, светобоязнь, ощущение песка в глазах, образование засохших корочек на ресницах и слипание век после сна. По клиническому течению конъюнктивит принято разделять на острый, подострый и хронический. Наиболее частыми причинами развития острого конъюнктивита являются вирусы, бактерии, грибки или аллергены. Начинается острый конъюнктивит внезапно и протекает очень бурно. Довольно часто он возникает на фоне простудных заболеваний. По этой причине ему могут предшествовать все классические признаки простуды: боль в горле, повышенная температура тела, насморк, увеличение лимфатических узлов на шее. Характерными признаками, по которым можно определить вирусный конъюнктивит, являются резкое покраснение глаз, сильное слезотечение, чувство зуда и рези, ощущение инородного тела в глазу, негнойные выделения. Еще одной типичной чертой этого заболевания служит возникновение воспаления на одном глазу с последующим переходом через 1-5 дней на второй глаз. Лечение вирусного конъюнктивита основано на применении противовирусных капель или мазей, таких как офтальмоферон или флореналь. Причем лечение проводят сразу на 2 глазах, даже если болезнью поражен только один. Сначала закапывают здоровый глаз, а затем больной. Для снижения симптомов конъюнктивита используют искусственную слезу. Из средств народной медицины, как дополнение к основному лечению, можно проводить промывание глаза отваром ромашки или чайной заваркой. Причиной возникновения бактериального конъюнктивита являются гноеродные бактерии. Первым симптомом этого заболевания выступают специфические выделения из глаз, вязкие, мутные, серого или желтого цвета, из-за которых, по причине слипания, после сна сложно открыть веки. Следующий признак, отличающий бактериальный конъюнктивит – сухость слизистой оболочки больного глаза и кожи его окружающей. Для этого вида воспаления конъюнктивы, как и для вирусного, характерно поражение одного глаза с возможным переходом болезни и на второй глаз. Также из симптомов может отмечаться боль, ощущение инородного тела, покраснение, слезотечение. В зависимости от интенсивности воспаления, в легких случаях бактериальный конъюнктивит может пройти и сам по себе, без медикаментозного лечения.
Для ускорения процесса выздоровления врачом-офтальмологом могут быть назначены антибактериальные капли или мази, альбуцит, флоксал, эритромициновая или тетрациклиновая глазные мази. Грибковый конъюнктивит, как следует из названия, вызывается различными видами грибков, как правило, занести которые можно в глаз грязными руками. Симптомы проявления этого заболевания зависят от вида грибка, вызвавшего воспаление. Наряду с общими признаками, свойственными конъюнктивитам, тут может быть слизистая или гнойная, отделяемая из глаза, образование на его поверхности сероватых или желтоватых корочек и даже поражение роговицы. Поэтому точный диагноз и правильное лечение в этом случае может назначить только врач. Причиной аллергического конъюнктивита является контакт человека с аллергеном. Слизистая оболочка глаза содержит большое количество клеток иммунной системы, которые при соприкосновении с аллергенами выделяют специфические вещества-медиаторы, вызывающие, в свою очередь, воспаление конъюнктивы. Аллергенами могут выступать летучие химические вещества, пыльца растений и даже обычная пыль. А различить аллергический конъюнктивит можно по следующим симптомам: покраснение и отечность век, очень сильный зуд или даже боль в глазах, светобоязнь, незначительная прозрачная отделяемая. Параллельно может отмечаться кашель, насморк, повышение температуры тела. Лечение аллергического конъюнктивита обязательно начинается с удаления аллергена и исключения дальнейшего контакта с ним. Из медикаментозных средств используют антигистаминные противоаллергические препараты в виде капель для глаз, кларитин, ликралин, автодек, таблеток диазолин или супрастин и сиропов. Чтобы уменьшить неприятные ощущения, возможно назначение капель искусственной слезы, таких как визин. Помимо сказанного выше, страдающим постоянным аллергическим конъюнктивитом назначают стероидные и комбинированные глазные капли, содержащие димедрол и интерферон. Как правило, при своевременном и должном лечении любого из видов острого конъюнктивита полное выздоровление наступает уже через 10-14 дней. При подостром конъюнктивите присутствуют все перечисленные ранее симптомы. Однако проявления их выражены намного слабее. Лечение подострых конъюнктивитов аналогично лечению острых конъюнктивитов. Хронический конъюнктивит зачастую возникает в результате длительного воздействия раздражителей на органы зрения – дым, пыль, летучие химические вещества. Однако его развитие также могут спровоцировать авитаминоз, нарушение обмена веществ, хронические заболевания носа, прилежащих пазух и слезных протоков. Для этого вида конъюнктивита характерно постепенное развитие с вялым, длительным течением и чаще всего поражением сразу двух глаз. Проявляется хронический конъюнктивит зудом, жжением, небольшим покраснением конъюнктивы век и переходных складок, ощущением песка в глазах, светобоязнью и быстрой утомляемостью зрительных органов. Лечится данный вид конъюнктивита достаточно сложно, он склонен к рецидивам и развитию осложнений. Поэтому, если вы подозреваете у себя наличие этого недуга, не занимайтесь самолечением, обратитесь за квалифицированной помощью в медицинскую клинику. Чтобы ускорить процесс выздоровления и не заразить окружающих, при лечении любого вида конъюнктивитов придерживайтесь следующих правил. Лечение конъюнктивита должен проводить только врач, так как терапия в домашних условиях и только народными средствами может усугубить течение болезни и спровоцировать переход заболевания в хроническую форму. Строго соблюдайте правила личной гигиены. Пользуйтесь только личными предметами гигиены, полотенцами и так далее. Не трогайте глаза руками. Ни в коем случае не накладывайте на больной глаз повязку, так как под ней создаются благоприятные условия для развития патогенных микроорганизмов. Даже после того, как глаза очистились, не прекращайте лечение без консультации с врачом. И в заключение несколько простых советов о том, как избежать заражения конъюнктивитом. Чаще мойте руки, особенно после посещения улицы, не трите глаза грязными руками, воздержитесь от тесного контакта с больным конъюнктивитом, следите за своими аллергическими реакциями и избегайте их.
Если вы пользуетесь контактными линзами, не забывайте правильно ухаживать за ними. В теплое время года на улице носите светозащитные очки. И, конечно, следите за чистотой своего дома. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!